начала 90-х в Украине прошел процесс приватизации, в том числе и приватизации земли сельскохозяйственного назначения. 7 миллионов граждан Украины воспользовались своим правом бесплатной приватизации и получили в свою собственность 25 миллионов гектар, в среднем 4-4,5 гектара на одного сельского жителя. После того, как прошла приватизация, их лишили их права собственности на землю путем ограничения их права продажи. Право собственности состоит из трех компонентов: владение, пользование, распоряжение. Владение – это физическое обладание каким-то объектом. Сейчас я владею своей рубашкой или своими штанами. Пользование – это способность извлекать из него выгоду. Например, ручкой писать, яблоко есть, землю возделывать. А распоряжение – это возможность определять дальнейшую судьбу вещи. Дарить, продавать, отдавать в залог, уничтожать. Отсутствие любого из этих компонентов исключает право собственности. Введя мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения, украинское государство лишило 7 миллионов граждан права собственности на их землю. Мораторий привел к тому, что в Украине самая лучшая сельскохозяйственная земля в мире сдается в аренду по самой низкой в мире цене. Гектар земли в аренду можно снять за 1200 гривен в год, что по сегодняшнему курсу составляет $50 в год. Это в 2,5 раза ниже, чем в Румынии, в 4,5 раза ниже, чем в Польше, и в десятки раз меньше, чем в некоторых других странах Евросоюза и США. Наличие моратория поставило собственников в безвыходное положение. У собственника земли нет другой альтернативы, чем как сдать ее в аренду. И чаще всего у этого собственника такое финансовое положение, что он готов ее сдать за бесценок. Это пенсионеры, безработные или сельские жители, которые получают минимальную зарплату. Если мы сравним прибыль, которую получают сельскохозяйственные холдинги, с стоимостью аренды, это абсолютный дисбаланс. Средняя доходность с 1 гектара за последние 5 лет составляла примерно $350. При аренде, которую они платят за этот же гектар, $50. Вопрос отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения – это, наверное, самый главный экономический вопрос на повестке дня. Для сравнения, 1 гектар сельскохозяйственной земли в Румынии стоит $3500, в Бразилии стоит $7000, в Польше стоит $8000. В некоторых странах он доходит до $30 000 за гектар. В Украине мы можем предположить, что это консервативно будет в районе $5000, невзирая на то, что земля в Украине одна из самых плодородных в мире. При том, что мы имеем приватизировано 25 миллионов гектар, если умножить на среднюю стоимость, мы получаем $125 миллиардов. Что такое $125 миллиардов, как несуществующий рынок в украинской экономике? Вся украинская экономика, весь украинский ВВП – это порядка $100 миллиардов. Программа поддержки МВФ – это $17,5 миллиардов. Золотовалютные резервы НБУ в лучшие годы порядка $35 миллиардов, на сегодня чуть меньше $10 миллиардов. Это самый большой рынок, который в Украине на сегодня просто выключен. Но размер рынка – это всего лишь экономическая абстракция. Но она позволяет нам сделать предположения по поводу других ключевых экономических вещей. Объем инвестиций, как внутренних, так и внешних. Объем кредитования под залог этого имущества. Налоговые поступления от налога с продажи этой земли. Налоговые поступления от потенциального налога на владение этой землей. Потенциал роста рабочих мест. Инвестиции в малый и средний бизнес. Это все производное от объема рынка. И они огромны по сравнению с сегодняшними показателями. Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения – это один из самых больших сдерживающих факторов для развития малого и среднего бизнеса в сельских регионах. Основная проблема для малого и среднего бизнеса – это доступ к стартовому капиталу, доступ к оборотному капиталу. У большинства граждан в селах просто нет стартового капитала для того, чтобы организовать бизнес. И я не говорю только о мелких фермах. Это рестораны, магазины, лавки,
это торговля, это любой другой бизнес, который они могли бы начать, получив это стартовый капитал. Этот стартовый капитал они могли бы получить, продав свой пай. Этот капитал они могли бы получить, отдав этот пай в залог банку и получив под него кредит. Они никак не могут начать свой бизнес, получая 1200 гривен в год аренды за сегодняшнюю землю. На сегодня используется ряд аргументов против отмены моратория. Политики говорят, что большинство граждан Украины против отмены моратория. Другие говорят, что землю у бедных крестьян скупят за бесценок и лишат их последнего актива. Еще одни говорят, что землю за бесценок скупят иностранцы. Все эти аргументы не выдерживают малейшей критики. Первый аргумент по поводу общественного мнения вообще не является применимым. Вопрос общего мнения в Украине не имеет значения. Имеет значение мнение этих 7 миллионов граждан, кому принадлежит земля. Нельзя у граждан Киева спрашивать, можно ли одесситам продавать их квартиры. Нельзя у граждан Одессы спрашивать, можно ли харьковчанам продавать свои автомобили. Это не их выбор. Это решение собственников земли. В Советском Союзе большинство граждан Советского Союза поддерживали коллективизацию и раскулачивание украинских крестьян. Но это не был их выбор. Речь шла о собственности украинских крестьян, которых раскулачивали. Второй аргумент, что якобы землю купят за бесценок. Да, кто-то продаст свою землю дешевле, кто-то продаст свою землю дороже. На то это и право собственности, что собственник решал, продавать ему или не продавать. Если продавать, то за сколько? Почему политики возомнили себя более умными, чем граждане Украины, которым они запретили пользоваться своим собственным правом? Когда разрешили продажу приватизированных квартир в 90-х, да, кто-то продал ее дешевле, кто-то ее пропил, у кого-то ее выманили обманным путем. Но эти недостатки несопоставимы с общим благом, которое получил обыкновенный гражданин Украины, для которого квартира стала основным его активом. Третий аргумент по поводу иностранцев. Рынок сельскохозяйственной земли – это 125 миллиардов долларов. На сегодня прямые иностранные инвестиции в Украину в лучшем случае находятся на уровне 1-2 миллиарда долларов в год. Сопоставьте эти цифры. Будет очень хорошо, если мы привлечем хотя бы еще 1-2 миллиарда долларов под инвестиции в наше сельское хозяйство. Никакой речи о том, что всю землю скупят иностранцы, просто быть не может. Ни в одной стране мира, где открывался рынок для иностранцев, иностранцы не купили видимой части этой земли. Нигде это не переходило больше 10%. Одним из аргументов против отмены моратория является отсутствие полноты кадастра на сельскохозяйственную землю. Противники отмены утверждают, что перед тем, как снять мораторий, необходимо полностью внести всю землю в кадастр. Данный аргумент не выдерживает никакой критики. Земля является объектом купли-продажи уже тысячи лет, намного раньше, чем появился любой кадастр. Более того, в большинстве рынков кадастры наполнялись по ходу совершения сделок купли-продажи. Этот же процесс должен происходить в Украине. После отмены моратория, когда есть продавец и покупатель, и они хотят заключить сделку, они идут в кадастр и вносят информацию, если она там отсутствует, в базу данных. Более того, на сегодня кадастр земли сельскохозяйственного назначения наполнен намного лучше, чем на другую землю, которая является объектом купли-продажи. Если вы зайдете на сайт государственного кадастра и сравните наполненность земли, например, в районе Майдана Незалежности, с наполненностью информации практически в любом сельскохозяйственном районе, вы увидите, что Майдан Незалежности просто усеян незаполненными дырками. Но никто же из-за этого не запрещает продавать землю в районе Майдана. На сегодня основными лицами, которые заинтересованы в статус-кво, являются сельскохозяйственные холдинги. Они получают свой основной производственный актив по заниженной арендной цене. Их представители как раз и
злоупотребляют предубеждениями, аргументами против отмены моратория. Они многочисленны, в парламенте их больше 100 человек. Они есть в каждой фракции, в каждой партии. Более того, они себя позиционируют как эксперты в этом вопросе. На сегодня Украина единственная страна в мире, которая запретила собственнику продавать свое имущество. В некоторых странах отсутствует право собственности на землю как таковое. Это не самые благополучные страны. Северная Корея, Венесуэла. В некоторых странах есть определенные ограничения на покупку земли иностранцами. Но ни одной страны, которая разрешила гражданам владеть землей, но не продавать ее, не существует. Вопрос отмены моратория – это исключительно вопрос политической воли. Технически нормативно-правовые акты, которые бы его отменили, могут уместиться на нескольких страничках, и принять их можно за один день. Сегодняшний мораторий действует до 1 января 2016 года. И у нас есть шанс, что в следующий год мы войдем с отсутствием этой величайшей несправедливости.